Всем привет! В продолжении моего рассказа о том, что такое ТСЖ, ТОС и зачем нужны эти организации, еще раз напомню, что ТСЖ это товарищество собственников жилья, то есть это гражданское объединение тех, кто живет в многоквартирном доме. ТОС это территориальная организация самоуправления, это аналог ТСЖ, но для индивидуальных домов, для ИЖС. И эти организации помогут вам защищать ваши права в борьбе с двумя врагами. Первый враг номер один – это управляющая компания. Второй враг – это, естественно, администрация. Есть еще промежуточные мелкие гады, например, застройщик. Почему я их так называю? Потому что управляющая компания защищает прежде всего свои интересы, не ваши. Это коммерческая организация, которая хочет заработать денег, а не сделать вам приятно. Администрация, как мы знаем, подотчетна только тем, кто находится на их уровень выше. Все это то, что вам говорят, что тут выборы, мы отчитываемся перед гражданами, это не так. Мэр горячего ключа в Краснодарском крае четко и ясно всем говорит, что у меня один начальник, губернатор Краснодарского края. В большинстве городов Российской Федерации отменены прямые выборы мэров, и реальный руководитель города по сути назначается губернатором. Да. Процедура выглядит несколько сложнее, то есть предлагают кандидатуру, за кандидатуру должны проголосовать депутаты. Но я как человек, который участвовал в не одних, не двух, а нескольких выборах, в том числе выдвигался как муниципальный депутат, независимый, должен вас огорчить. Вы не влияете на то, кто будет избран. Процедура построена таким образом, что ни депутаты, которые тоже избираются как бы, ни глава муниципалитета не представляют интересы граждан. Увы. Что касается застройщика, то когда у вас дом более-менее новый, он еще гарантийный, и застройщик должен нести ответственность за то, что он построил. Управляющая же компания, которая в вашем городе, в вашем доме многоквартирном вам предоставляет услуги, как правило, тесно связана с застройщиком. То есть это управляющая компания, которую выбирает застройщик, и вы потом ставитесь перед фактом, что это ваша управляющая компания. Если у вас нет ТСЖ, товарищества собственников жилья, то вы один против управляющей компании очень мало что можете сделать. Например, вы не можете поменять управляющую компанию. Значит, я был дважды учредителем и руководителем, председателем ТСЖ. Ну, допустим, второй случай, типичный, типовой, многоквартирный дом, если я не ошибаюсь, 18-этажный. В нем за, по-моему, 120 или даже больше квартир было. Дом был, ну вот вы меня спросите, зачем нужно ТСЖ? Значит, началось все с того, что нам все время присылали счета управляющая компания, Комфорт Плюс, кажется, она называлась. Это было больше 10 лет назад. Я могу не помнить точное название. По-моему, Комфорт Плюс. Или Комфорт Сервис, что-то такое, со словом комфорт. Нам ее дали вместе, ну, управляющая компания была близка к застройщику. Вот, значит, все время счета больше и больше, больше и больше.
растут потребление общедомового электричества. Первый трюк, который делает управляющая компания. В том доме, где я был председателем ТСЖ, потом мы ее создали, это ТСЖ, вначале его не было. Многие квартиры либо стояли пустые, либо сдавали в снаем. То есть хозяева там не жили. Ну, примерно 30%, считайте, были пустые. Квартиры в этом доме покупались на этапе котлована, очень дешево, и стояли как инвестиционная недвижимость. Многие, кстати, как я выяснил, не жили вообще в России собственники. То есть это были, возможно, сотрудники администрации. Я помню, что я даже в Испанию звонил, собственников разыскивал, чтобы ТСЖ создать. Так вот, 30% стоит пустыней. И если вдруг вы не догадываетесь, я вам расскажу. Пустые квартиры, как правило, не платят за коммуналку. Вообще. Ну, то есть долг стоит, копится, но поскольку квартира пустая, то есть это просто инвестиция, сохранение капитала, как думают хозяева. Либо им не с руки платить коммуналку, либо просто забыли, слишком много квартир, такая мелочь. 30% дома не платят коммуналку. Что делает управляющая компания? Она долги по тем квартирам, которые не оплачивают коммуналку, потихонечку разбрасывает на остальных, тех, кто платит. Просто у тех, кто не платит, у них растет долг, но перед управляющей компанией, а те, кто платят, вынуждены в общедомовом электричестве оплачивать долги, накопившиеся с неплательщиков. Это не моя фантазия. В горячем ключе ко мне обратилась жительница. Да, кстати, сейчас надо подписаться на меня. Вы можете не только подписаться на меня на YouTube, можете подписаться на меня и на Boosty, стать моим спонсором, заплатить мне небольшую сумму и поддерживать мой канал. Можете на Патреоне, если вы находитесь вне России, или если у вас есть нероссийская карточка. Можете стать моим платным подписчиком на YouTube и смотреть эксклюзивные видео, которые доступны только подписчикам, платным подписчикам. Если вы не можете по каким-то причинам ежемесячно меня поддерживать, можете зайти на Buy Me Coffee. Заходить на этот сайт можно по ссылке в описании каждого видео, но только с использованием VPN, к сожалению. И вот на сайте Buy Me Coffee вы можете сделать мне разовое пожертвование, начиная от 5 евро. Тем самым вы поддерживаете ту мою просветительскую деятельность, которой я занимаюсь практически каждый день, рассказывая вам о своем богатом правозащитном опыте, который я начал, наверное, с 93-го года, потому что я издавал газету физического факультета Кубанского госуниверситета. Видите, какой у меня опыт? 32 года уже. Да. Понятно, что в 90-е годы газеты рассказывала в основном о студенческой жизни, но производство мультимедиа-контента у меня, видите, в крови. Так что подписывайтесь на меня. Минимум, которым вы можете меня поддержать, это стать моим подписчиком, включить все уведомления, то есть колокольчик поставить на все уведомления. Напишите мне комментарий, как вы боретесь со своей управляющей компанией. Комментарии очень хорошо, когда вы их пишете во время просмотра видео, поднимают просмотры этого видео, и значит вы помогаете мне в моей борьбе за юридическое просвещение
жителей Российской Федерации, да и не только Российской Федерации. Я знаю, что меня смотрят украинцы, знаю, что меня смотрят казахи. Борьба за свои права, она одинакова, что в России, что в Украине, что в Казахстане, что в Испании. Только за некоторыми исключениями. Здесь есть коммунидат, то есть в каждом доме есть вот это ТСЖ, коммуна. Ему оплачивается отдельный небольшой такой, ну, не налог, а платеж типа коммунального платежа на деятельность этой коммуны. То есть все семьи примерно одинаково несчастливы. В плане того, что за свои права в любой точке мира цивилизованной нужно бороться. И я продолжаю бороться за свои права так же, как я боролся в России, так и в Испании. Так вот, реальный пример из горячего ключа Краснодарского края. Обращается ко мне моя сторонница, которая голосовала за меня на выборах в муниципальные депутаты. Большие, ежемесячно растущие платежи на общедомовое электричество. Управляющая компания не реагирует на вопросы. Начали разбираться, что выяснили. Во-первых, у них нету ТСЖ, но есть некая старшая по дому и старшая по подъезду. Нет таких людей, понимаете? Есть ТСЖ, есть председатель ТСЖ, есть правление ТСЖ, есть ревизор ТСЖ, бухгалтер, но нет никаких старших. Это придуманная, удобная для управляющей компании форма. Делают вот таких вот самоназначенных активистов, которые, как правило, защищают интересы не жильцов, а свои собственные. И Вась-Вась находится в сговоре с управляющей компанией. Вот. Мы выясняли, каким образом назначил эту старшую по дому, старшую по подъезду. Не смогли выяснить. То есть они были самоназначены. Ну, где-то какие-то знакомые управляющая компания их обозвала старшими по дому. Протокола собрания и вообще ТСЖ не было. А зачем нужны эти старшие по дому? Якобы эти старшие по дому и старшие по подъезду собирали показания электрических счетчиков, которые доступны только этим старшим, самоназначенным самозванцам. Управляющая компания в ответах жильцу дома пишет, что мы не знаем, откуда берутся показания. Показания нам дают старшие по подъездам и старшие по дому. Спрашивают этих старших по дому, старших по подъезду. В ответ поток вопросов. А ты кто такая, чтобы меня спрашивать? А мы эти показания собираем от жильцов. А от каких жильцов? Ну, то есть, понимаете, общение сводится: ты кто такой, давай до свидания. Несколько месяцев забрасывали вопросами управляющую компанию. Вопросы задавали, конечно, с уведомлением о вручении, с описью вложения. Приезжали иногда в офис управляющей компании, передавали под подпись, что приняли запрос, чтобы потом они обязаны были ответить. Долго добивались. Выяснилось, что в том доме, где жила моя сторонница, голосовавшая за меня, были на первом этаже гаражи. Некоторые гаражи были переделаны под магазины. И в этих магазинах, гаражах закрытые счетчики стояли. Никто доступ к этим счетчикам не имел. А магазины должны были платить по сути, по коммерческой стоимости, а платили по цене за ИЖС. Ну, то есть, это ж нежилое помещение, но не коммерческое помещение. Так вот, получалось, что управляющая компания магазинам, которые предоставляли показания по счетчикам, выставляла счета как за коммерческое электричество. А гаражи, которые не платили за электричество, потому что доступа к счетчикам не было, двери все время закрыты в гараже, ну, в большую часть времени, и счетчики находятся внутри гаражей.
Гаражи не платили, и их электричество управляющая компания, недолго думая, раскидывала на всех жильцов как общедомовое электричество. Что такое общедомовое электричество? Это, например, электричество для насосов подкачки, которые стоят в доме. Ну, дома, допустим, высокие, как вот многоэтажный дом, где я был председателем ТСЖ. Там на последний этаж вода не доходит. Вот стоят в подвале насосы подкачки. Там же в подвале стоял у нас теплопункт. То есть такое сложное инженерное сооружение, которое занималось обогревом дома. То есть приходит теплоноситель с котельной, и потом с помощью определенных насосов и, короче, куча железок электрических, чтобы не вдаваясь в подробности, переобразует этот теплоноситель в тепло на систему батарей в доме. Тоже потребитель электричества. Ну и самое банальное — это освещение общедомовой жилой площади, электричество для лифтов, потом, если стоят какие-то насосы на полив окружающей территории. То есть на самом деле в доме есть электропотребители, которые действительно общедомовые. Лифты, теплопункт — это как обязательно для многоквартирного, ну и освещение по лестничным площадкам. И вот это все электричество, оно какое-то значение имеет, но туда взяли еще втихаря управляющая компания, приплюсовала гаражи, которые не платили. А в гаражах, вы знаете, в России популярно заниматься частным бизнесом. СТО открывают, то есть ремонт автомобилей делают, какие-то там маленькие мастерские делают. То есть там тоже есть электропотребление. И точно из-за этого не должны платить жильцы дома, как бы в складчину. Ну и если у вас в гараже магазин, и вы там ведете свою деятельность, то вы должны платить отдельно, и ваше электропотребление должно минусоваться. А оно не минусовалось, и оно наоборот плюсовалось. То есть плюсовали они эти гаражи к общедомовому, и всем выставляли, считай, все больше, 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 больше. А если в магазине еще холодильники стоят и сплит-система, чтобы прохладненько было, сами понимаете, какие-то большие потребители на летнее время. Да и на зимнее тоже, если обогреватель включать. Несколько месяцев, мы чуть ли не полгода, если больше, добивались того, чтобы понять, как вообще построена схема электроснабжения. Писали в электроснабжающую организацию в Краснодарском крае, она называется НЭСК, независимая электроснабжающая компания. НЭСК посылал в управляющую компанию, управляющая компания посылала к застройщику. Мы искали схему вместе с подписчицей, как устроена электроподача в доме, где находятся счетчики, где снимаются показания. Из-за отсутствия ТСЖ не было понятно, у кого вообще документация на дом находится. То есть, если у вас есть ТСЖ, то у председателя ТСЖ на ответственном хранении находится эксплуатационная документация на дом. Все вот эти вот обозначения, ну то есть документы, технический план, вот, всякие документы на собственность, на землю под домом, потому что земля под домом является совместной собственностью жильцов этого дома. То есть эти документы должны быть у председателя ТСЖ, технический план, всякие границы земельного участка под домом, чтобы у вас там, допустим, на вашей совместной собственности земельной никто не ставил гаражи без вашего согласия или там еще какие-то, допустим, ларьки для продажи, чего бы то ни было. Вот. Без ТСЖ вы, соответственно, управляющая компания втихаря, они-то все свои права знают. Управляющая компания, первое, что у них самое крутое, это юристы. Те знают, как воспользоваться вашим жильем без вашего согласия, совместной вот этой вот общедомовой собственностью. На вашем земельном участке поставят ларек и будут брать с него деньги за аренду. В вашем подвале, который совместная ваша собственность, вы можете сдавать его в аренду, разместят, тоже кому-нибудь, чему-нибудь сдадут в аренду, какому-нибудь бизнесу.
Элементарно, втихаря электрик возьмет и подключит к общедомовому щитку электрическому кабель и будет до ближайшей автомойки, допустим, электричество давать. А те будут экономить, а на автомойке существенное потребление электричества. Ну, вот эти все кирхеры, они же потребляют, а если зимой, то и обогреватели. Все шуры, муры, вась, это все электрики знают, как делать. Опять же, если у вас есть ТСЖ, вы можете на собрании договориться или с правлением ТСЖ, если это в их компетенции находится, поставить замки на щитки электрические, чтобы, допустим, электрик управляющей компании мог прочитать показания счетчиков, но не мог отключить вас. Вообще, я вам еще раз и еще раз повторю, добивайтесь прямых договоров с с управляющей компанией, с поставщиком ресурсов. То есть, чтобы у вас был прямой договор с электроснабжающей организацией, прямой договор, если у вас есть прибор учета тепла в квартире, прямой договор с теплоснабжающей организацией, прямой договор с водоснабжающей организацией и на водоотведение тоже. Почему это выгодно? Потому что когда много в доме неплательщиков, что происходит? Управляющая организация собирает с тех, кто платит деньги, допустим, только 70%, 30% не собирается. Ну, не платят, не плательщики. Квартиры в ипотеке, ипотеку платят в первую очередь, а за коммуналку могут типа подождать и копят, и копят, и копят долги. У управляющей компании накапливается долг. Управляющая компания не может, допустим, получить кредит. Кредиты сейчас дороги. И управляющая компания, как коммерческая организация, не справляется с погашением этих долгов за счет своей коммерческой наценки. Управляющая компания платит себе зарплаты электрикам, бухгалтерам, может быть даже какую-то прибыль. А также управляющая компания может создавать фиктивные договора, что, допустим, они наняли какую-то организацию, и организация якобы покрасила общедомовые там коридоры. А на самом деле коридор покрасил какой-нибудь бомж, которого они за 3 рубля наняли. А организация увела со счета дома на текущий ремонт там 1 000 000 рублей. И потом поделили. То есть фиктивный договор создали, и 1 000 000 рублей ваших денег на текущий ремонт ушло неизвестно куда. А на самом деле в карман руководителя вот той подставной фирмы строительной и в карманы руководства управляющей компании. Денег у вас нету. Управляющая компания живет, кладет себе денежку в карман и копит долги перед снабжающими организациями. Электрика, водопровод, канализация, газопровод. Потому что не забывайте, что лифты нужно оплачивать, лифты нужно ремонтировать. Лифтовое хозяйство, оно приходит в негодность. И новый лифт стоит миллионы рублей, которых у управляющей компании нет, у вашего дома тоже, скорее всего, не будет. И когда наступает день пушного зверька, что происходит? Вы увидите у себя в подъезде сообщение о том, что ваш дом должен за электричество миллионы рублей. Ваш дом за газ, за воду, за обслуживание лифтов должен миллионы рублей. А управляющая компания банкротится, и вместе с ней теряются, сжигаются, топятся, приходит в негодность, теряется, каким-то образом уничтожается документация на ваш дом. И дальше живите как хотите. Не хочу использовать нецензурное выражение, но вы поняли, да? Делайте, что хотите. Все, нету ни управляющей компании, нету ни документации на ваш дом, ни отчетов по коммерческим договорам с ресурсоснабжающими организациями.
и вы коллективно у разбитого корыта. Поэтому идеальная схема это ТСЖ или ТОС, товарищество, территориальная организация собственников, ТСЖ или ТОС. У вас все документы на все ваше имущество, на собственность, на, соответственно, договор на обслуживание теплопункта, договор на обслуживание лифтов. Вы, ТСЖ и председатель ТСЖ, который должен жить в вашем доме, отчитывайтесь перед жильцами. Он с вами в одной лодке, и он, скорее всего, заинтересован, чтобы эта лодка плыла. Если председатель ТСЖ не живет с вами в одном доме, изберите того, кто живет. И жестко его контролируйте, чтобы он не сдавал в аренду крышу под установку базовой станции сотовой связи и клал себе деньги за аренду в карман или бесплатно пользовался интернетом и сотовым телефоном. Ну вот, чтобы он не мухлевал. И уже ТСЖ будет выбирать управляющую компанию. Не понравилось это, выгнали, взяли другую. Ну, не так это легко делается, но принцип вы поняли. Потому что ТСЖ, как коллективный орган, может заниматься выбором другой управляющей компании. Поверьте мне, самое сложное, что можно придумать с ТСЖ и с управляющей компанией, это собрать общее собрание жильцов, чтобы было больше 51% площади. Это самое тяжелое, потому что люди не готовы собираться. Ну а ТСЖ, когда оно оформлено, и там есть председатель правления, может уже в узком составе решать вопросы по жилью. Результат моей деятельности в горячем ключе: после более чем полугода разбирательств управляющая компания поняла, что мы выяснили, где какие счетчики находятся и как, куда идут провода, и уменьшила потребление общедомового электричества, ну потому что заплатили раньше, уже деньги, понятно, не вернули, но новые счета начали приходить на меньшие суммы. Мы победили тогда, но это заняло, по-моему, больше, чем полгода, плюс-минус там. Боролись, все нас посылали друг к другу, бегайте вот так вот по кругу. Но мы, в конце концов, настойчивостью, еженедельными запросами в электроснабжающую организацию, в администрацию города, в прокуратуру писали, в государственную жилищную инспекцию, в управляющую компанию, застройщику. Забрасывали их запросами, анализировали отписки и в конце концов победили. И вам того же желаю. Подписывайтесь, пишите мне комментарии, какие у вас есть проблемы, разберем. Пока-пока.